Зачем ехать в Мурманскую область? Ну, например, за этим. Ну, или за этим. Или за этим. За этим, этим и вот еще этим. Привет, друзья! Меня зовут Юрий Дарий, я блогер, путешественник, исследователь, документалист, автор кучи статей, путеводителей и всего, что связано с путешествиями. Недавно я снял фильм о Кольском, который сразу стал одним из самых популярных на канале, за что вам всем огромное спасибо. И еще я выпустил путеводитель по Мурманской области, который бесплатно доступен в моем телеграм-канале. Там все максимально коротко, сжато и с координатами. Ну, почти все. Сегодня без эксклюзива вы тоже не останетесь. А еще вот это видео, идеальный гид по Мурманской области. Все, что вам нужно знать. Куда, зачем, почему, на чем и сколько это стоит. А в конце для терпеливых я расскажу о самом безумном маршруте Кольского и о месте, которого нет ни на одной карте и ни в одном путеводителе. Лайки, подписки, комментарии с вас. Самый лучший гид по Мурманской области с меня. Погнали! Мурманская область — это здесь. Кто здесь живет, почему здесь живет, зачем и сколько их вообще, как и прочие скучные цифры, можно прочитать в Википедии. Доехать сюда можно как угодно. На машине, поезде, самолете, собаках, велосипеде, лыжах, коньках, роликах или на упряжке оленей. Главное, не забудьте покормить оленей, наточить коньки и не проспать самолет. Ну, а если вы на машине, не забудьте забить в навигаторе Мурманск. Дорога до Мурманска отличная, с заправками проблем нет. Главное заправляться, когда стрелка показывает половину бака, а не когда загорелась лампочка. Вообще, у меня 2 бака почти на 200 литров, так что я так себе советчик по заправкам, но до Мурманска доедете без проблем. Не буду вам рассказывать всякую скучную хрень, которую вы и без меня сможете прочитать в Википедии и отбирать хлеб у вашего навигатора. Я вам расскажу только самое классное – личный опыт. Свой и опыт кучи других путешественников, которые я собирал много лет буквально по крупицам из всего интернета. Когда ехать? Ну, зимой тут холодно, очень холодно. Ледяной ветер, метели, полярная ночь, зато северное сияние и снега по пояс. Если вы из тех, кто кайфует от мысли замерзнуть и попасть в кадр для календаря «Настоящая Россия», добро пожаловать. Весной? Ну, это как переходный возраст у подростка. Непонятно, что происходит. Снег тает, дороги превращаются в лотерею, и погода меняется каждые 10 минут. Туристов почти нет. Но и красоты такой, как летом, тоже пока нет. Осенью тут красиво. Тундра становится красно-золотой, людей почти нет. Идеальное время для интровертов, художников и тех, кто хочет заехать в заповедные места, пока снег не завалил все к чертям. Мой выбор – конец июля, начало августа. Почему? Потому что старый снег уже растаял, новый еще не выпал, и самое главное, мошка и комары начинают сдавать позиции. Они не исчезают полностью, ну это школьский они рай, но хотя бы не сносят тебя с ног, как в июне. Поэтому, если хотите увидеть максимум природы, полярный день, тундру во всей красе и не превращаться в ходячий шведский стол для комаров, то конец июля, начало августа – идеальное время. Все, о чем мы будем говорить сегодня, касается именно этого сезона. Хотя как и когда наверняка поймать северное сияние, я тоже сегодня расскажу. Тайм-коды, как всегда, в описании. Заскучаете, листайте к следующей главе. Ютубу это не добавит уважения к видео, конечно, но ваше удобство для меня приоритет. Погода на севере? Северная. Тут солнце есть, нос сгорел. Солнца нет, нос покрылся инеем. Привыкайте. Вот это июль. Июль прошлого года. Плюс 30 жарища, лето как оно есть. А вот это тоже июль, но другого года. Плюс 12, ураган, ветер. Короче, тут все возможно. Будьте готовы к плюс 30 днем и нулю ночью. С утра сгораете в майке, а ночью мерзнете у костра, завернутые в спальне, как шаурма. С собой берите все, от купальных плавок до шубы и зимней шапки. Днем будете ходить в шортах, а вечером в 3 флисках, 2 пуховках и валенках. Ваш лучший друг – термобелье из шерсти мериноса. Оно не требует ежедневной стирки, так что пахнуть вы будете почти нормально. Почти. Из обязательного все с максимальной ветровлагозащитой. Зимняя куртка? Да, берите. Это не шутки, это север. Летние вещи нужны, зимние вещи тоже. Мембранные носки, куртка, штаны, трекинговые ботинки и сланцы – пригодится все.
Если собираетесь жить в палатке, позаботьтесь о том, чтобы она имела максимальную сопротивляемость ветра. И обязательно растягивайте ее на все оттяжки. Потому что штиль вечером не значит, что вас не сдует в океан ночью. Особенно на открытых местах. Я однажды спал в палатке, и в 3 часа ночи она начала отхлестывать меня по лицу. Так продолжалось до 7 утра, потому что на улице начался полный апокалипсис. Ну хорошо, что я умный и заикарился за порог машины хотя бы. Спальник с комфортом не ниже +5 и качественный туристический коврик. Не экономьте на снаряжении, почки дороже. Просто примите этот факт. Собираясь на север, вы должны выглядеть так, будто едете одновременно в Египет, Сибирь и на Марс. Тогда все будет нормально. До Мурманска все просто. Дороги есть, заправки есть, магазины есть. После Мурманска на маршруте одна заправка и пару сельмагов. Дальше начинается другая реальность. Тут уже важны не только желание и энтузиазм, но и сноровка, подготовка и знание местных условий. Ваша машина должна быть в идеальном порядке. Это не тот маршрут, на который стоит ехать на Авито Мобиле вчерашней покупки. У меня есть несколько видео подготовки, длинной дороги и моей машине. Досмотрите это, а потом переходите к ним, если хотите подробностей. Все ссылки в описании, позже я расскажу про конкретные маршруты. Куда можно доехать на Kia Rio, а куда даже со шноркелем, лебедкой и молитвами лучше не соваться. А сейчас разберем важные вещи. Как не остаться в тундре без связи, без топлива и без идей, что делать дальше. И первое, что вас может подвести после Мурманска, это навигация. Яндекс.Навигатор? Окей, но я лично пользуюсь Осмондом. Главное, заранее скачайте офлайн карты, потому что интернет в тундре это Edge 0,2 мегабита в секунду при попутном ветре. Энергия – еще один критичный момент. Зарядите всю технику, возьмите пауэрбанки, потому что розетка в тундре есть только у медведя, и он там вечно что-то заряжает. Не пропускайте прогноз погоды. Местные смотрят норвежский прогноз, потому что он точнее. Никто не знает почему, но проверено, так лучше. Скачайте актуальный график приливов и отливов. Потом сами поймете почему, особенно когда будем говорить про некоторые локации у моря. Со связью все интересно. На полуострове лучше всего ловит мегафон. Но если подъедете к границе, телефон может подхватить норвежский роуминг, и вы разоритесь на смс-ках, поэтому отключите автороуминг. После Мурманска другие правила. После Мурманска цивилизации почти нет. Если до Мурманска вы забыли купить шоколадку, ничего страшного. Если после, уже поздно. Еда, вода – это не на всякий случай, а критически важный запас. Хотя, со слов некоторых экстремалов, пить можно буквально из каждой лужи. Но я предпочитаю бутилированную воду отравлению. В крайнем случае используйте только проточную воду и кипятите. С топливом еще сложнее. До Мурманска проблем с заправками нет. После всего одна и та рядом с Мурманском. Газовая, кстати, последняя в Мурманске. Детали разберем дальше, но рассчитывайте топливо строго. И имейте в виду, что расход по трассе 15 литров на бензиновых моторах может легко превратиться в 40 на рельефе. Я проверял. После этого пересел на дизель. Сообщайте родным и друзьям, где вы и когда выйдете на связь. Если что-то пойдет не так, хотя бы буду знать, где вас начинать искать. Представьте, что вы едете в другой мир, где закон один. Если что-то пошло не так, вы спасаете себя сами. Итак, машина подготовлена, обслужена и заправлена. Мы тоже подготовлены и одеты по всем канонам многослойности. У нас есть все от мембранных носков до зимней шубы. Навигаторы загружены, офлайн карты скачаны, телефоны заряжены, пауэрбанки тоже. Прогноз погоды норвежский, приливы и отливы в приложении. Можем отправляться в путешествие. И начнем мы немного заранее. Со стелы Северного полярного круга в Карелии. Которой, к слову, больше нет, потому что ее снесли. Поэтому обсуждать тут нечего, едем дальше. Хотя стоит отметить, что этот памятник давно пора было демонтировать. Площадка была плохо оборудована, и это было аварийно опасное место. Плюс близлежащий лес превратился в мусорный полигон вперемешку с общественным туалетом. Но давайте надеяться, что стелу убрали не просто так, а чтобы сделать нормальную стоянку. Тогда мы снова сможем останавливаться и фотографироваться с полярным кругом без риска для жизни. Самые высокие горы Кольского полуострова. До поворота на Апатит и Кировск идет отличная трасса Р-21. Дальше грунтовка до некоторых точек в глубине Хибин. В целом до водопада Рисьёк проедут и обычные легковушки, особенно если вы завтра продавать собрались ее. Но самое интересное начинается дальше. Дальше дорога становится все хуже и хуже, пока не упрется в Броды.
А за Бродами самые крутые стоянки, самые дикие виды и тот самый хибинский космос, ради которого сюда все едут. Броды здесь больше страшные, чем опасные, но не стоит расслабляться. Полный привод, шноркель, лебедка, страхующая машина и голова на плечах – вот ваши лучшие друзья. Последний оплот цивилизации, до которого большинство сможет доехать – поисково-спасательная станция Койльпор. Кстати, отличный ориентир для навигатора. Дальше природные настройки сброшены до заводских. Сюда приезжают за трекингом, оффроудом, невероятными пейзажами и зимним экстримом. Для меня это главный претендент на первую большую стоянку. Я не любитель долго сидеть на месте, но тут я могу остаться и на день, и на два. Оценка 10 из 10 за умопомрачительные виды и доступность. После Хибин идем дальше на юг, на берег Белого моря, в Таню-Тетрина. Восстановленную историческую поморскую стоянку на берегу Белого моря. Старинные избы, часовни, рыбацкие снасти. До Умбы идет асфальт. Дальше грунтовка, местами проезжаемая, но не для всех. Часть маршрута проходит прямо по берегу Белого моря, поэтому обязательно смотрите карту приливов, иначе рискуете застрять до следующего отлива. Легковые автомобили сюда не доедут. Кроссоверы могут попробовать на свой страх и риск, но лучше брать внедорожник со шноркелем. Магазинов и заправок тут нет, связь не ловит. Можно снять домик на Тане, но бронировать нужно заранее и только через группу ВКонтакте. Звонить тут можно только в колокол. Обязательно сходите на экскурсию по истории поморов, прогуляйтесь по побережью Белого моря, ощутите жизнь в деревянной избе и старинные традиции. Отличное место для дневки. Оценка 10 из 10 за местоположение, относительную доступность, информативность экскурсий и низкие для севера цены и труд создателей. Выезжая из Тани-Тетрина в сторону Варзуги, можно сделать остановку на аметистовом пляже, где раньше добывали аметисты открытым способом. Сам пляж не седьмое чудо света, но вот дорога к нему вполне живописная, особенно если ехать прямо по берегу Белого моря. Вообще у вас есть два варианта маршрута. Самый красивый – ехать прямо по отливу вдоль моря. Частично дорога идет вдали от воды, но местами можно съезжать на пляж и двигаться прямо по кромке берега. Более простой – по грунтовке через Варзугу. Она пыльная, но хорошая, и уже оттуда свернуть в лес, проехать пару километров и выйти к пляжу. Доехать можно на чем угодно, но важно понимать, что живописная дорога по побережью доступна только для полного привода и высокого клиренса. На кроссоверах лучше не соваться. Оценка 6 из 10. Доступно, по сути, скала Парус выглядит интересно, камни попадаются красивые, но как самостоятельная точка не стоит затраченных усилий. После аметистового пляжа можно продолжить путь в Варзугу через Кузаменские пески. Уникальный участок пустынного ландшафта. Барханы на побережье Белого моря. У вас будет опять два варианта дороги. По побережью на внедорожнике, красивее, но сложнее, либо по грунтовке через Варзугу и дальше к Кузаменским пескам. До начала песков доедут все. Оценка 8 из 10 за уникальность, доступность и контраст со всем остальным. Ну а следующая точка – Варзуга. Старая поморская деревня с уникальной деревянной архитектурой. Маршрут простой. Из пустыни через Кузамень, если на внедорожнике, можно ехать прямо через пески. Для всех остальных – по грунтовке, которая вполне проходима для любого автомобиля. Здесь есть маленькие магазины, связь ловит отлично, есть гостиница и лодка-переправа через реку. На другой стороне настоящий Терский берег и еще больше северной аутентичности. Здесь нужно смотреть старинные деревянные храмы без единого гвоздя, гулять по берегу, смотреть на быт поморов, переправиться на другую сторону Варзуги на лодке-маршрутке, чтобы посмотреть еще более аутентичную часть деревни. Оценка 9 из 10 за отличную доступность, инфраструктуру и деревянное зодчество. Следующая точка – Малонемецкая бухта. Это одно из самых удаленных и труднодоступных мест Кольского полуострова. И сюда нельзя просто так приехать. Нужен спецпропуск ФСБ. Малонемецкая бухта – это дикий северный берег Баренцева моря с остатками сооружений времен Второй мировой войны. Очень суровая природа. Погранзона, требует разрешения ФСБ для посещения. Оформляется минимум за месяц на сайте, лучше за 1,5, чтобы наверняка. Забрать можно либо в Мурманске, либо сразу на КПП, но это надо указывать при подаче заявки. Любая ошибка в заполнении и вас не пустят, договориться на месте не получится.
Иностранцам разрешения могут вообще не выдать, поэтому подаваться стоит заранее, чтобы успеть переделать документы в случае отказа. Добираться только на внедорожнике. Если у вас что-то другое, даже не пытайтесь. Сначала каменистая дорога, потом начинается узкий брод вдоль озера. Камни, сильные крены. Одна ошибка и машина уходит под воду. После брода дорога чуть лучше, но спуск в бухту – это увлекательное приключение. Огромные валуны, крутой уклон. Даже подготовленные внедорожники не всегда решаются туда спуститься. Подниматься обратно еще веселее. Но мне было весело, а вот Mitsubishi Pinin, даже с опытным водителем, немножечко страдал. Магазинов и связи тут нет. Полная автономность. Рассчитывайте запасы топлива и еды. Тут можно просто отдыхать или изучать руины военных укреплений и круги или на Хамаре по дороге. А если повезет, купить краба у местных браконьеров. Но я вам об этом не говорил. Оценка 10 из 10 за атмосферу настоящего севера, бесконечные закаты и за то, что сюда почти никто не приезжает. Следующая точка – Териберка. Если вы никогда не были на севере, это идеальное место для первого контакта. Териберка – это поселок на берегу Баренцева моря, ставший популярным после фильма «Левиафан». Сюда ведет более-менее нормальная дорога, и здесь много туристов. Добраться очень легко. По асфальту, а последние 20-30 километров по пыльной грунтовке. Проедет любая машина. Можно добраться автобусом или такси из Мурманска. Здесь есть отели, рестораны, бары, глэмпинги, экскурсии на катерах. Цены высокие, особенно в сезон. Связь ловит хорошо. Здесь можно смотреть на Баренцево море, гулять по старой Териберке, кататься на лодках в поисках китов, наслаждаться цивилизацией на самом краю севера. Оценка 7 из 10 за доступность и отличное место для знакомства с севером. Более опытным путешественникам будет совершенно неинтересно. Следующая точка – Дальние Зеленцы. Это мой личный фаворит и лучшая альтернатива Териберке для тех, кому не нужны рестораны и вертолеты, а нужен настоящий дикий север. Это заброшенный поселок на берегу Баренцева моря, где была морская биостанция. Сейчас суровые пейзажи, старые деревянные дома и минимум людей. Дорога – каменистая грунтовка. На любом нормальном внедорожнике проедете. Кроссоверы с некоторым риском. Легковушка только если вы родом отсюда и знаете их дорогу как свои 5 пальцев. Здесь есть аскетичная гостиница, дайв-центр, да, тут ныряют в Баренцево море. Магазинов нет, заправок нет, связь ловит хорошо. Здесь можно исследовать руины биостанции, посмотреть действующую метеорологическую станцию, гулять по тундре, ловить рыбу, убегать от медведей, фотографировать северные пейзажи без толп туристов. Оценка 10 из 10 за настоящий север без ресторанов, толп туристов и связь 4G. Следующая точка – хребет Муста-Тунтури. Уникальное место, где во время Великой Отечественной войны была линия фронта, которую немцы так и не смогли прорвать. Сюда ведет хорошая грунтовка, по местным меркам. В хорошую погоду проезжают и кроссоверы. В дождь все сложнее. Риск гидроудара без шноркеля возрастает из-за достаточно глубоких луж. Нет заправок, магазинов и связи только норвежский роуминг на хребте. Есть музей защиты среднего и рыбачьего. Там можно переночевать по очень скромным ценам по меркам севера, буквально за пару тысяч рублей. Здесь можно посетить экскурсию по местам боев, осмотреть старые доты, окопы, остатки боеприпасов и быта времен Великой Отечественной войны. Оценка 10 из 10. Приводите обязательно сюда своих детей, если хотите, чтобы они больше узнали о Великой Отечественной войне. Дальше уезжаем с материка и двигаемся по полуострову Среднему в сторону скал Два Брата. Но перед этим останавливаемся у батареи Паначевского, одном из самых интересных военных объектов Кольского. Это старое укрепление с большими артиллерийскими орудиями и бункерами. Дорога долгая и нудная, но проедет даже кроссовер, особенно если вы взяли его в прокат. Посмотрите орудия вблизи и обязательно спуститесь под них, там еще интереснее. Главное фонарик и что-то теплое накинуть. Оценка 8 из 10 за доступность и удачное расположение по пути к основным точкам. Ну а дальше у нас сразу две локации. Скалы Два Брата и берег Рыжих Камней. Они находятся рядом, но вот маршрут туда зависит от вашего желания прокатиться по самому краю Баренцева моря и уровня вашей адекватности. Два Брата – два массивных скальных останца на берегу Баренцева моря. Берег Рыжих Камней – ярко-оранжевые скалы вдоль побережья, которые особенно эффектны при закате.
Есть два варианта маршрута. По основной дороге, для тех, кто хочет сохранить машину, едем по верху, сначала заезжаем на скалы Два Брата, потом движемся в сторону берега Рыжих Камней. И по берегу, для тех, у кого отсутствует инстинкт самосохранения. Спускаемся вниз и штурмуем старую трассу для квадроциклов. Здесь каменистые перепады высоты дороги под метр. Так что если вам нравится прыгать на своей машине, это ваш вариант. Нет никакой цивилизации, но связь есть. Все везем с собой. Здесь нужно фотографировать один из самых узнаваемых пейзажей Кольского, гулять по побережью, наблюдать прибой и бесконечные закаты лета. Оценка 10 из 10 за виды и закаты, легенды Кольского и самые известные два места. Если вы на Кольском первый раз, можно доехать до мыса Немецкого, самой северной точки европейской части материковой России. Кроме галочки для личного успокоения и выпавших пломб за 5 часов адской военной дороги, вы ничего не получите. Перед самым мысом есть брод, где, если вы не скачали карту приливов и отливов, будет весело до нервного тика. По приливу воды по лобовое, по отливу сантиметров 30. Вода, кстати, соленая местами. Ваша электрика, если не опреснитесь, вам потом еще долго будет передавать приветы. Если стойкого желания доехать нет, вообще на рыбачий можно не ехать по большому счету. Оценка 6 из 10 за несоответствие результата затраченным усилиям. Один раз ради галочки, да, второй раз никогда бы не поехал. Но если вы уже тряслись 5 часов до мыса Немецкого и не утонули в броде, можно заехать на обратном пути в заброшенный гарнизон веерного радиомаяка. Место не самое интересное, если только вы не выросли в центре Москвы и вас сложно удивить заброшкой. Но после великолепных дорог Рыбачьего вам понравится любое место, где вам не нужно будет ехать. Оценка 5 из 10 за расположение по дороге, но как самостоятельная локация после всего увиденного не дотягивает до чего-то интересного. Учиться, это школа была? Или это школа? Это школа, и учиться. А теперь маршрут для самых отчаянных. Если вам мало обычного бездорожья, добро пожаловать на маршруты Умба-Октябрьский и Тысячи ручьев. Известная среди оффроудеров дорога боли. Бесконечные валуны, броды, сложные участки едут исключительно ради спортивного интереса. Ехать нужно только на подготовленном внедорожнике и быть готовому часами ползти по 3 км в час. Пороги, подвеска, днище, страдает все. Инфраструктуры ноль. Ни связи, ни магазинов, вы в диком лесу и тундре. Здесь можно только страдать, преодолевать, ломаться, чиниться, потом снова ломаться. Если повезет, доберетесь до Ловозерского плато и посмотрите супервиды. Я так делал. Дорогу через плоскогорье не нашел и поехал всю дорогу обратно. Поделитесь маршрутом, кто знает, хочу повторить подвиг. Оценка 9 из 10 по Данте. Если кто-то вам скажет, что проехал и там легко, и ему понравилось, попросите справку. Единственное, что тут очень понравится каждому, это конец маршрута. Страдания ради страданий. Перевал геологов – классный атмосферный перевал, откуда в хорошую погоду открываются фантастические виды. И именно сюда я планировал выехать с Тысячи ручьев через Ловозеры и обломался. Дорога от легкой грунтовки до полностью каменистых гор. Доехать можно достаточно высоко и достаточно безболезненно, но до самого верха рекомендуется внедорожник. Инфраструктуры, естественно, здесь никакой нет. Горы и только горы. Поднимайтесь наверх, садитесь и смотрите. Если ветром не сдует, или облачко не зацепится, или дождь не пойдет, или еще чего-то. В случае непогоды видимость может упасть до нуля. Будьте готовы ко всему. Оценка 8 из 10. Потрясающие виды, но сильно зависят от погоды. А вот и обещанный бонус подъехал. Каньон на полуострове Средний. Рассказывать про него особо нечего, лучше показать. Тут просто красиво и можно постоять, отдохнуть на выезде с полуострова. Я не видел нигде, чтобы он был отмечен, так что ловите эксклюзив. И еще один совет: никогда не стройте маршрут по одной и той же дороге. Всегда старайтесь ехать другой дорогой. Тогда вы тоже сможете найти что-то, чего нет в навигаторе. Все приключения начинаются за той самой стрёмной и еле заметной отвороткой. Оценка 9 из 10 за уникальность, доступность и отсутствие на картах. В общем, каньон вот где-то здесь. Не видно ничего. Вот озеро Парапелон и в сторону озера Палви. Если ехать, то вот здесь, по течению вот этой реки безымянной, будет каньон. Короче, я думаю, что кто очень хочет, тот найдет.
Кольский полуостров находится за полярным кругом, что делает его отличной локацией для охоты на северное сияние. Высокая географическая широта, относительная доступность, много мест с низким уровнем световой загрязненности в совокупности с некоторыми теоретическими знаниями делают охоту за северным сиянием намного успешнее. Лучше всего ловить северное сияние зимой, в период полярной ночи, но некоторым везет и в марте, и в сентябре. Но чем больше ночи, тем больше шансов. Оптимальные погодные условия – безоблачное небо и отсутствие осадков. Луна лучше молодая или убывающая, яркий лунный свет может ослабить видимость сияния. Главный показатель, который нужно учитывать, это КР-индекс, он же уровень геомагнитной активности, который варьируется от 0 до 9. Чем он выше, тем лучше. Я бы начинал охоту при уровне 4-5. Поймать северное сияние на Кольском полуострове – это вопрос удачи, но правильная подготовка увеличивает шансы в разы. Следите за прогнозами, выбирайте темные места и будьте готовы провести несколько часов на морозе. А если вам повезло увидеть Аврору, напишите, с какого раза получилось и как ловили. Это только часть моего личного списка, но и это за один раз все не объедешь. Расставляйте приоритеты, смотрите мой путеводитель и отмечайте точки, которые хотите посетить. По времени оптимально закладывать 2 недели. Меньше будет жесткий спринт 5-6 тысяч километров за короткий отпуск, больше уже тяжело и дорого, если не стоять, а ездить. Бюджет поездки может сильно варьироваться в зависимости от ваших возможностей и предпочтений. Основной расход – топливо. На севере оно дороже, чем в средней полосе, примерно на 10-20%. Еда тоже процентов на 10-20 дороже от московских цен. Гостиницы за пределами цивилизации очень дорогие. Видел место в VIP-палатке за 50 тысяч рублей в сутки. В среднем на двоих за 2 недели можно комфортно уложиться в 150 тысяч рублей. Если жить в палатках вне цивилизации, не жиковать в ресторанах, но и не полный бомж-тариф. Это, конечно же, без учета обслуживания авто, покупки снаряжения и форс-мажоров. Ну а дальше без ограничений. 2 недели и примерно 150 тысяч – базовая модель, чтобы увидеть основные места. Если захотите вертолеты, глэмпинги и крабов каждый день, готовьте миллион. Если хотите посмотреть, как выглядит Кольский в более художественном исполнении, переходите по ссылке вверху и смотрите мой фильм о Кольском. Теперь вы лучше понимаете, сколько времени, сил и денег на него было потрачено. Если хотите максимально короткое содержание и памятку, в телеграм-канале есть очень сжатый путеводитель. Даже если не хотите, качайте его, он бесплатный и дает отличное представление о том, куда вам нужно, а куда нет. Если нужна еще информация, не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях, все для вашего удобства. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, на какое море поедете этим летом, на черное или на белое. Спасибо, что досмотрели до конца. Знаю, что для большинства это непосильная задача, но вы молодцы. А следующее место, откуда я выйду на связь, вас удивит не меньше моего. Никогда не думал, что до такого докачусь, но об этом в следующем ролике. Пока!